через 60 лет он остается не живее всех живых, не так, но живее многих политических деятелей, которые действуют сейчас в России. Почему? Ну, что здесь? Наверное, надо повторяться. Для, наверное, тех, кто молодых людей, ну, кто он? Ну, миф такой, наверное, сродни героям Гомера, жил очень далеко. Что для них является ясным? Ну, то, что Карамзин писал об Иване Грозном, зримыми для тех поколений, которые жили после Ивана Грозного, когда стоны жертв умолкли, когда бумаги о злодеяниях никому не нужные пылились в архивах, зримыми оставались только памятники государственной силы и великих побед. Поэтому для одних молодых людей это пафос, для других дразнилка такая, когда папа скажет, что он хороший, то молодой человек объяснит ему с радостью, что на самом деле был убийца, убил множество людей. И наоборот, когда он услышит, что он плохой, он расскажет, что вот это о великой империи, которую основал этот человек. Ну, вот этот третий том, наверное, он о самых таинственных, самых действительно загадочных годах его правления. Загадка не в том, как он умер, это второе, а загадка, кто он был и почему были вот эти годы, когда были все эти кампании, когда начинался террор, когда два наследника его в партии, это Кузнецов, и в правительстве, это Вознесенский, отправились на тот свет. Причем как отправились? Кузнецов же встать не мог, ему перешибли позвоночник, его несли из зала. Почему он это делал? Почему Молотов, Микоян, все ближайшее окружение, Каганович уже было практически разогнано и ждали? Ну, для тех, кто любит, так назовем Иосифа Виссарионовича, ну что, стар стал, и соратники, заклятые друзья друг друга, они пользовались вот этой его старостью, немощью, его подозрительностью. Не он руководил страной, они руководили, занимаясь вот этой своей вечной драчкой. Это один взгляд. Ну, а те, кто его не любит, понятно, параноик был, сумасшедший, и в конце совсем сошел с ума, снова набросился на страну, которая, вы представляете, только что пережила страшную войну с невиданными жертвами. Люди, которые шли из немецких лагерей, часть из них и большая часть отправилась в наши лагеря, это же объяснить было невозможно. Ну, сумасшедший. И Хрущев, продолжая как бы эту тему, в своих воспоминаниях писал, что во время последнего съезда он говорил 5-7 минут, а потом вышел и говорит: а я еще могу, а сам 5-7 минут говорил. На самом деле Никита Сергеевич лукавил, потому что сразу после съезда состоялся пленум ЦК, выбирали руководящие органы.
как напишет Симонов, который был член ЦК, наш знаменитый писатель, который все описал это. Пленум продолжался 2 часа. Из них 1,5 часа говорил, как его назвал, физически слабым Хрущев, физически слабый Сталин. Он вышел, и зал, как всегда, взорвался аплодисментами, но он рукой усадил зал и начал говорить. Говорил он без бумажки и говорил без обычного, он часто это делал, своего юмора. И речь его была страшной. Он сначала набросился на Молотова, после чего перешел к Микояну, и речь его стала еще более неуважительной. Он говорил о том, что Ленин в страшные годы, они не понимали, о каких страшных годах. Сейчас, после победы, он говорит, в страшные годы гремел, в отличие от этих капитулянтов. И президиум, как описывает, был бел, потому что все ожидали, на кого после этих 2 этот физически слабый еще набросится. И дальше он сделал то, что он часто делал на протяжении жизни. Он сказал, что хочет подать в отставку, что стал слишком стар, а так как привык делать свое дело хорошо, то выполнять обязанности председателя уже Совета Министров он не может. И Симонов потрясающе описывает, как сзади начал в ужасе подниматься Маленков и шептал, но так шептал, что весь зал слышал: «Просим остаться». И весь зал, выученный им, единодушно кричал: «Просим остаться». Такой был физически слабый. Хотя вот в этой книжке, там, понимаете, там было потрясающее соединение вот этой осени патриарха маркесовской, когда он утром, посмотрев на часы, было 8, спрашивал охрану: 8 вечера или утра? Потому что ложился под утро. Он день после вот этих всех застолий, здесь описанных не только со слов Светланы, а из этих воспоминаний, которые я читал, вот после этих застолий он уже и этой бесконечной работы, которой он продолжал заниматься, потому что на самом деле этот физически слабый руководил всем, он занимался всем. Остались вот эти его тетради секретные, это же удивительно, там же все. Он занимался переменкой в школах, ее длина. Что говорили о его любимом герое Иване Грозном во время обсуждения пьесы Толстого, спектакля Алексея в Малом театре? Что сказали иностранцы, которых повели на высотку и объясняли им, что здесь будут жить рабочие? Дурили. Вот что они говорили, там тоже есть. И при этом вся промышленность, любое движение, при этом он еще был член Совета, он занимался вручением премии собственного имени. И это было не просто вручение премий. Симонов, участник, описывает, как это было. Злобин должен был получить сталинскую премию. И Маленков поднимается и говорит: вы знаете, а нельзя. Товарищ Злобин нехорошо вел себя во время войны. Ужас на лицах. Все понимают, они же знали наверняка это. Значит, это испытание. Как они сейчас будут голосовать? И Иосиф Виссарионович в своих мягких сапогах ходит сзади
они его не видят. И он спрашивает: так что же, простим товарища Злобина или не простим? Они не знают. Они молчат, потому что неверное слово в это время начала террора. Вы понимаете, люди же жили не тем, что они там получат, сколько денег здесь схватят и там. Они жили тем, будут ли они жить завтра или нет. Часть из них, причем высокая часть, молчат. Третий раз спрашивает: простим или не простим? И потом раздается его голос: простим. И Злобин, вместо того, чтобы поехать в места отдаленные, вознесен, потому что он Бог. Понимаете? И поэтому, когда его описывают, то читайте Слуцкого, читайте. Мы все ходили под Богом, у Бога под самым боком. Однажды я шел Арбатом, Бог ехал в 5 машинах, от страха почти горбато, в своих пальтишках-машинах рядом дрожала охрана. Было поздно и рано. Бог посмотрел жестоко, своим всевидящим оком, всепонимающим взглядом: вы все ходили под Богом, с Богом почти что рядом. Вот это точно. Вот это он. В это время. И отсиживаясь на даче, после его смерти там останется вот эта знаменитая черная тетрадь, о которой много писали. Это результаты выборов на предыдущем 18-м съезде руководящих органов партии. И вот все они были помечены крестами и вопросами, потому что это был задел на будущую чистку, потому что этот человек, вот этот, который путал время, который рассказывал охранникам какие-то нелепые истории, которые он придумывал о том, как он скакал на какой-то лошади. Вот все эти героические истории на самом деле это был старый барс революции, который отсиживался на даче, задумав апокалипсис. И вот эта книга, она об этом, о том, почему он это сделал и почему он это делал.